Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Сукуна – злой виртуоз, эгоист, диктующий правила игры и смотрящий на всех свысока, разделяющий людей на сильных и слабых, отделяющий зерна от плевел. Манга магической битвы еще не закончена, а Гэгэ Акутами не торопится раскрывать такого харизматичного антагониста, поэтому я попытаюсь сделать это за него. Исходя из источников вдохновения мангаки, которые он неоднократно упоминал. Кто не в курсе, Сукуна буквально мифологическое существо, которое в том или ином виде встречается в рассказах, сказаниях и городских байках. Поэтому велика вероятность, что сказанные слова в ролике станут истиной, либо будут близки к ней. Со временем можем свериться. Приятного тебе просмотра. Я начинаю. Рёмен Сукуна – это призрак, который, как говорят, появился в провинции Хида в древние времена. Точнее, во времена правления императора Нинтоку. Это был 16-й император, правящий с 313 по 399 года нашей эры. У Сукуны было два лица, на передней и задней части головы, как у Януса в римской мифологии, а также две пары рук и две пары ног. Каждая пара была на передней и задней части тела. Высота варьируется от 3 метров в зависимости от описания, но в любом случае он был намного выше среднего японца того времени. В руках у него были лук, стрелы и меч. Он был сообразителен и обладал сверхчеловеческой силой. Но по городской легенде, отсылающей нас к раннему двуликому, ныне именуемый Сукуна был одной из двух личностей, то есть частью слившегося сиамского близнеца. Отсюда и дополнительная пара рук и второе лицо. Этих сросшихся сиамских близнецов выкупили на рынке, что указывает на рабство и соответствующее отношение к кавычках уродцам. Их отправили в тайную камеру, полную других искалеченных людей, заставив их убивать друг друга и делать разные мерзости, чтобы выжить. Выжившим и значит победившим в этой жестокой церемонии близнецам вспороли живот, уложив в желудок перетертые в пыль останки древних врагов императорского двора, а затем уморили тех голодом, сделав из них мумию, проклятого Будду, который стал объектом поклонения секты Мононобэ Тенгоку, древнего рода Японии. Что примечательно, это легко можно подвязать к текущему Тенгену, мастеру барьеров, которого иронично застебал Кэндзяку за то, что тот принял схожую с Сукуной внешность, что и отсылает нас к роду Мононобэ. Ну, в теории. Мумия использовалась в оккультных паломничествах, дабы наслать проклятия и стихийные бедствия на Японию. Эта строчка уже больше относится к Кэндзяку на самом деле, который сохранил мумифицированное тело Двуликого. По преданию, проклинатель близнецов покончил с собой, находясь напротив мумии и оставив последнее послание кровью. Япония должна погибнуть. Саму же мумию отыскали через много лет в Киотском храме. Итак, давайте разберемся с началом легенды и подумаем, почему же каждая строчка так сильно вяжется с Сукуной из магической битвы. Смотрите, формулировка «сиамские сросшиеся близнецы», которые были ничем иным как товаром, игрушкой, забавой в извращенных боях, да и сам образ уже отсылает нас к королю проклятий, ибо его мировоззрение таится в сказанных им же словах. Как слабаки могут желать немимолетного счастья, вам на роду написано страдать. Говорится это на фоне червяка, половину которого раздавили, что опять-таки аллегория к половине Сукуны. Такой взгляд на жизнь у Двуликого мотивирован уже пережитым, когда того в человеческой форме заставили сражаться и выживать. Философия формируется из пережитого, отсюда и две дополнительные сцены с Йородзу, которая в первый раз, увидев Сукуну, не нашла в нем ничего, кроме одиночества, а второй раз подтвердила мировоззрение Двуликого. Ведь если бы тот проиграл, то буквально пошел бы в рабство к ней, отдав всю свою жизнь в подтверждение собственного мировоззрения. Следующие строки. Выжившим близнецам вспороли живот. Это также может быть адаптировано и в манге, ибо как раз это и можно использовать в качестве катализатора пауэрапа, или же рождением того Сукуны, которого мы знаем. На ум сразу приходит недавняя сцена с Сатору, которого буквально вскрыли от глотки до живота, доведя буквально до стадии смерти. Но тот апнулся, чуть не откинув копыта. Я уверен, тот же трюк был и с близнецами. Скорее всего, когда им вспороли живот, одна из личностей, ныне Сукуна, пробудила свои силы, поглотив потенциальные возможности собрата. И это также вяжется, ибо способности Сукуны — это в основе своей разрезы, пик которых расширение территории, отражение сущности самого шамана. Например, как Банкай, Ишикай и Синигами из Блича. Разрезы – изначальная техника Двуликого из-за пережитой боли. Она создалась после запечатления или, быть может, запоминания на теле и в мозгу.
А возможность коллекционировать чужие техники — это нереализованная способность его второй половины или же собрата, называйте как хотите. Например, Йородзу упоминает некое святилище, и именно его, как изначальную технику Сукуны, мы видели в битве с Дёго. Вспоминаем фрейм с фразой «открыть», и тогда он получил доступ к пламени, которым спалил Дёго и изгнал генерала Махалу. Также эта фраза используется в раннем ваншоте от ГГ, где главный герой может получать доступ к разным видам оружия с помощью заклинания. Вне сомнений, техника Сукуны работает так же, как в ваншоте у главного героя. Вопрос только в том, имеет ли Сукуна изначально доступ к разным типам атак, или же его святилище пополняется. На самом деле оба ответа равновероятны. Но вернемся к городской легенде и тому, как она отражает то, что уже произошло. 216 глава. Купель. Сам ритуал является практически полным повторением Кодоку, и если оригинальный обряд проводится на ядовитых тварях, а его легендарный аналог на людях, то в магической битве используются яды проклятий. Меня интересует методика и ее символизм. Животных стравливают друг с другом, из победителей выжимают проклятую энергию и настаивают в ней сокровища 10 дней и 10 ночей. В чем собственно сам символизм? Напоминаю о том, как сиамских близнецов отправили на бойню с другими, как это было сказано, искалеченными людьми. Они, кстати, могут быть и не людьми вовсе, а древними проклятиями. Грубо говоря, весь ритуал купели уже напоминает то, что хотели сделать с Сукуной, только тогда он был в виде расходного материала. Ведь это темный ритуал из японского и китайского фольклора, который направлен на создание могущественного ядовитого существа, или же оберега через процесс отбора. Отбор, как вы уже сами поняли, Сукуна прошел, только он не стал оберегом, а буквально стал королем проклятий и ядов, это вторая его кличка, что опять-таки вяжется с сухой краткой информацией, которой мы владеем, и дополняется тем фактом, что проходил ритуал купели Сукуна неоднократно. Так что в истории персонажа очень много нюансов и теоретических возможностей. Но является ли Сукуна воплощением абсолютного зла? Даже по мифологии и легендам нет. В то время как в Нихонсёке описывал Рёмен Сукуну как злодея и врага императора, люди в провинциях Хида и Мино относились к нему как к герою и благодетелю и поклонялись ему. Сукуна считался Кайки, покровителем храма при его основании, и говорят, что он принес буддизм в провинцию Хида. Так и по манге, но немного при других обстоятельствах, ибо Сукуне также поклонялись, моля того о хорошем урожае как божество. Собирая информацию из различнейших источников, получается интересная картина, которая действительно во многих моментах может быть сопоставимо с Сукуной из магической битвы. И выглядит это не как лютый СПГС или натягивание совы на глобус, а достаточно логично, при том факте, что сам автор манги частично указывал на различные источники информации из текущего ролика. Теперь же давайте раскроем саму технику Сукуны, святилище, и поразмыслим, почему это многогранная техника. По оригину Сукуны из крипипасты он изначально был парой сросшихся близнецов. В лоре магической битвы близнецы считаются одним человеком, но с небольшим нюансом. Рассмотрим на примере Маки и Май. Обе сестры были связаны небесами, и одна всегда влияла на другую. Маки получила небесное заклятие в обмен на свою проклятую энергию, аналогично Тодзи, а Май получила проклятую технику. Но из-за их связи Маки не до конца лишилась проклятой энергии, а Май была вынуждена довольствоваться мизерным ее количеством. То есть, несмотря на некую общую ограничительную или подводящую связь, близнецы все-таки обладают своими особенностями. Как это могло бы проявиться в Сукуне? Если он тоже представляет собой близнецов, то вероятно и техника могла иметь некое усиление за счет небесного заклятия. Если один из близнецов был подавлен, то второй унаследовал его технику, получив возможность забирать и остальные техники, что и получается со святилищем. Суть в том, что здесь заклятие также дало Сукуне некое преимущество, и если история персонажа будет соответствовать сказанной в ролике, мы знаем какой ценой. Никакого победителя с рождения, как у Годжо, который выиграл генетическую лотерею, лишь жестокое стечение обстоятельств из врожденного недуга. Итак, если принять предположение, что Сукуна именно коллекционировал техники, то высшая форма его умений как заклинателя представляет собой буквально святилище, как место хранения святыни, а не разрезы, как долгое время, да и до сих пор думают люди. Интерес здесь вызывает способ, которым пополняется его святилище. Отсылаю к процессу реинкарнации посредством проклятого объекта. Или же «Жри пальчик, мой мальчик». Вспомним, как Сукуна без проблем создал из пальца Юдзи артефакт для своей собственной реинкарнации в теле Мегуми, всего лишь в кавычках напитав тот своей проклятой энергией и оторвав его. Как мы видим, проклятая техника Сукуны передалась Мегуми без каких-либо ритуалов.
ритуалов лишь за счет проклятой энергии, и кто знает, сколько раз он уже так делал. Возможно, именно нечто подобное его способ коллекционирования техник. Вспомним, что Кендзяку сохраняет у себя техники прошлых тел, даже перемещаясь в новые. Мы еще многое не знаем о взаимодействии проклятых техник, проклятой энергии и тела мага, поэтому нечто подобное вполне представимо. Таким образом, сам процесс переселения из сосуда в сосуд с последующим очищением позволяет Сукуне собирать интересные для него техники и становиться сильнее. В этом прослеживается стойкая связь с ритуалом Кодоку, где существо напитывается ядами побежденных противников, становясь сильнее. А Сукуна, как мы помним, король проклятий и ядов, кажется, ему подходит. Ну и в конце хотелось бы сказать, будет крайне обидно, если такому персонажу не выделят пару глав хотя бы на полноценное раскрытие истории. Чтобы не только он, но и все произведение засияло новыми красками. Ибо из Сукуны можно сделать поистине замечательного антагониста с неоднозначной историей и жестокой мотивацией как последствием первого. Ибо даже легенды и сказания отражают характер двуликого, наполняя персонажа манги смыслом и душой, пусть и злобной. С тобой был Рабаши, надеюсь, данный видеоролик тебе понравился. Он был сделан не только из моих мыслей, но и из замечательных статей Оккультного клуба, ссылка на которые в описании. Рекомендую читать мангу в их правильном переводе. От себя же напоминаю про мои соцсети, Telegram, ВК и Бусти, где сидят шейхи и помогают каналу укрепать контент как конвейер, ну или почти. Еще раз спасибо и пока, чумба.